Привет, друзья! Сегодня готовлю вот такое необычное печенье. Несмотря на то, что оно такой интересной формы, готовится оно очень просто и быстро, из самых обычных доступных продуктов. Подписывайтесь на канал и давайте попробуем вместе. Сначала готовлю светлое тесто. Смешиваю сливочное масло комнатной температуры и сахарную пудру. Добавляю одно яйцо. Для удобства я его уже размешала. Добавляю соль и ванилин. Постепенно всыпаю муку. Размешиваю сначала вилочкой, а затем вымешиваю тесто руками. Тесто очень мягкое и пластичное. Убираю в холодильник на 20 минут. Сейчас приготовлю шоколадное тесто. Смешиваю сливочное масло комнатной температуры и сахарную пудру. Добавляю одно яйцо. Добавляю соль и ванилин. Добавляю какао. Понемногу всыпаю муку. Также сначала перемешиваю вилкой, а затем вымешиваю тесто руками. Убираю тесто в холодильник на 20 минут.
Раскатываю тесто до толщины 8-9 мм. Ширина одной полоски также 8-9 мм. Затем раскатываю шоколадное тесто и также его нарезаю. Остальную часть теста убираю. Складываю полоски теста в шахматном порядке. Для того, чтобы они лучше склеивались между собой, смазываю их яйцом. Раскатываю тонко шоколадное тесто. Обрезаю неровные края. Помещаю внутрь нашу мозаику. Для того, чтобы все лучше склеивалось между собой, смазываю шоколадное тесто яйцом. При помощи пергамента все аккуратно заворачиваю. Обрезаю лишние неровные края. Убираю тесто в морозилку на 30 минут. Замороженное тесто очень хорошо режется. Не нужно двигать ножом, достаточно просто надавить сверху. Выпекаю при температуре 170 градусов 13 минут. Вот такое замечательное, интересное, необычное получается это печенье. Как вы видели, тесто готовится очень быстро и просто из самых обычных продуктов. Остается только аккуратненько все разрезать и свернуть в рулет. Это печенье очень ароматное, оно очень вкусно пахнет шоколадом. Уже когда вы его выпекаете, по всей квартире разносится очень приятный аромат. Вкус этого печенья тоже очень яркий, теплый, очень шоколадный. Мне оно очень нравится. Несмотря на то, что тесто самое обыкновенное, песочное, получается вот такой замечательный, необычный рисунок. И если вы устали от простого печенья, то это печенье очень здорово может разнообразить вашу кухню, ваши десерты и удивит ваших гостей, родных и близких. И вы здорово проведете время, пока будете его готовить. Я очень рекомендую вам приготовить такое замечательное печенье. Ставьте лайк, если вам понравился этот рецепт, и пишите в комментариях, если у вас остались какие-то вопросы. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.